Как я выбираю места, где ловить куницу? Капкан типа кулемка, вот такого вида, устанавливать в постановку в бутылку. Вот, каким образом будет стоять капкан. Для этого я использую двойной веник. Все, сделал точно так же, как до этого. Капкан стоит, вот мясо. И, короче, провалился он в болотину. Вон, набрал полные башмаки грязи. Вот на что у меня похожи мои башмаки. Так, одну преграду преодолел. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Пошли быстрее, быстрее. Греемся, 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 греемся. Привет, друзья, с вами Чигравый. Сегодня я вышел на капканную охоту. Открываю сезон. На дворе подходит к концу первая неделя ноября. Куница уже вышла у нас. Несколько ребят отзвонились. Они добыли куницу и подтвердили, что она у нас вышла. То есть она уже переоделась в зимнюю шубку. Вот, и я сегодня пошел поставить свои первые капканы. Вот что из этого получится, я вам покажу. Ну вот я подошел к своему солонцу. Вот у меня здесь такой небольшой солонец на косулю и на зайца. Летом его заяц почти не грыз. Есть небольшие погрызики. Вот погрызик, вон погрызик. У самого корня он грыз его. Вон погрызы. То есть зайчик начал его грызть. Зайчик нашел дорогу, начал грызть солонец. Я доволен. Значит, у зайчика здесь будут соли весной. Возможно, косули его тоже найдут, тоже будут голодать. И тем самым я им немножко помогу весной, когда у них дефицит солей в организме, из-за того, что они всю зиму снег едят вместо воды. Соли у них выводятся, их надо подкармливать, конечно, под весну солью. Соли можно, конечно, добавить. Хотя я туда килограмм высыпал. Вот полкилограмма впиталось сейчас в это дерево. Оно сейчас просолилось, очень соленое. Но сегодня речь не об этом. Сегодня я ставлю капканы. Вот в таком буреломе. Здесь у меня лисица живет. Она иногда использует вот эти камни как временную нору. Вот. Возможно, вам покажу некоторые постановки. Все показывать не буду. На это нет времени. Сейчас дни короткие, а капканов нужно выставить много. Вот, поэтому что смогу, то покажу. Не обессудьте. Более подробные постановки я уже вам показывал в своих других видео. Вот, вы можете их посмотреть. У меня есть на канале плейлист капканьера или охота капканами. Вот, там вы можете посмотреть видео, как я устанавливаю капканы на куницу разными способами. Там я делаю разные обзоры своих капканов, которые использую на охоте. Причем обычных и необычных, наверняка которых вы даже и не видели. И представления не имеете о таких. А их производят у нас на Урале, и они есть в продаже. Ну, в большинстве магазинов охотничьих, так скажем. Вот, если вам будет что-то непонятно во время просмотра, задавайте в комментариях вопросы ваши, я постараюсь вам ответить. Вот. Ну а я иду с отличным настроением. Начало охоты, начало капканной охоты. Мужики с открытием. Сейчас я вам покажу постановку в капкан типа кулемка. Вот такого вида. О самом капкане подробно говорить не буду. Дам ссылку под этим видео. Вы можете посмотреть обзор этого капкана, где я подробно объяснил, что к чему. Это гуманный капкан, производство СУАС, оптовая стоимость которого 150 рублей, равна цене ногозахвата. Вот. Он очень такой страшненький, вот, поэтому я не так его боюсь ставить в том месте, где люди ходят. Ну, кому такой нахер нужен? Вот, буду устанавливать в постановку в бутылку, в 5-литровую ПЭТ. Я ее тоже подробно показывал и рассказывал. Сейчас просто как бы покажу сам процесс и, может быть, вкратце кое-что добавлю. Перво-наперво мне нужно закрепить капкан. Здесь, как бы, как я уже говорил, ходят люди, поэтому я капканы креплю на саморезы. Это хоть какая-никакая небольшая такая маленькая гарантия. Если с дуру дернуть, конечно, можно оторвать, но я его на петельку делаю. Сейчас, может быть, увидите. Вот, примеряю капкан. Вот эта вот
часть должна совпадать с горловиной бутылки. Здесь я его закреплю на саморез. Я с собой ношу вот такую маленькую отверточку, которая не занимает много места. А дальше мне нужно закрепить горловину. Так, проверяем. Все у меня на месте, нет? Вот. Таким образом, чтобы сама приманка была внутри этой бутылки. Она была защищена и от осадков, и от птичек. Вот у меня проволока осталась с прошлого года. Я ей притяну. Я чуть позже покажу крупным планом, не переживайте, как все получилось. Все. Капкан достаточно плотно зафиксирован. Вот. Осталось туда положить приманку и взвести капкан и замаскировать его. В качестве приманки у меня будет мясо бобра. Вот такого кусочка размером где-то почти с яйцо, с небольшое, хватит. Одеваю на сторожку. Вот, сейчас минуса, мясо замерзнет, и куница не так просто будет его сорвать. Все, можно настораживать капкан. Накидываю сторожок, на сторожку отвожу на свое место. Специальный паз у него есть тут. Дожимаю рамку капкана, чтобы сторожок сдвинулся. И накидываю на сторожку, на сторожок. Регулирую ход на минимум. Так, надо немножко подогнуть на сторожку, потому что очень близко к выходу капкана получилось. Вот так вот. Вот такое положение меня устраивает. Надо вот эту часть у бутылки тоже немножко притянуть. Сейчас ее саморезом прикручу. Вам уже показывать не буду. Вот, я работаю с крючком, с предохранительным. Вот как это выглядит. Вот здесь надо мне бутылочку будет еще прижать. Вот здесь вот. Приманка внутри. Она защищена от снега. Она защищена от животных. И в то же время у куницы на пути ничего нету. Куница пойдет по стволу, увидит приманку, потянет ее, сработает насторожка, освободит сторожок и ее прижмет вот в это место. Вот. Еще мне осталось нанести пахучую приманку. Я ее нанесу где-нибудь в стороне, чтобы при попадании куницы вот в этом месте не было никакой гадости. Потому что куница здесь вот будет висеть, и она может попасть в эту вонючую приманку. Я ее подвешу либо сверху, либо воткну в веничек, либо вообще вот здесь вот у корня где-нибудь подмажу. Этого будет достаточно. Вот, сверху замаскирую ветками и покажу вам, как это вышло в конце. Ну вот, я привязал на нитку половину крылышка рябчика, и теперь она будет под дуновение ветерка здесь презентовать, приманивать куницу. Видите, как он двигается хорошо на ветерочке. То есть вот это вот первый этап привлечения бурелом. Крылышко — это второй этап привлечения. Запах, вонючка — это третий этап привлечения. И сама приманка — это основной уже момент привлечения для того, чтобы куница пошла в капкан. Все, предохранительный крючок я снял. Чувствительность сторожка у меня на минимуме. Все минимально. Приманка у меня спрятана от зверей, от птиц. Капкан установлен. Я вкратце показал установку капкана методом установки в 5-литровую бутылку. Капкан кулемка суасовский. Более подробно о капкане и о самой постановке вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которую я дам под этим видео, в описании к видео. Если у вас будут какие-то вопросы относительно вот этой конкретной постановки, задавайте в комментариях под видео, я также вам постараюсь ответить. Ну а я пойду дальше и, возможно, вам еще покажу пару постановок. Я люблю капканы ставить в снегопад. Даже если он небольшой,
Вот, снегопад мой помощник, он скрывает мои следы. После того, как я пройду к своим капканам, он привалит мои следы, и уже мои следы очень сложно будет найти кому-то. Если кто-то вдруг случайно на них наткнется, они будут еле различимы. Вот. А зверь сейчас он кормится в любую погоду. Ему сейчас нужно жира набрать на зиму. Он сейчас большие совершает пробеги, накручивает путики. Поэтому сейчас самое время его ловить. Зимой он будет малоподвижный, будет совершать небольшие маршруты, больше экономить силы. А сейчас, пока снега мало, он будет нарезать круги. Бешеная собака. Ну вот еще одно перспективное место. Здесь вот бурелом. В 100 метрах там болотце. Вот. Здесь высоковольтное, да, вы видели. И вот этот перешеек, метров 70-60. По нему куница мигрирует взад-вперед. Сейчас я его двумя капканами перегорожу. Сюда я буду устанавливать капкан КП-120 САСовский. Вот, и буду делать таким образом. Сначала намечаю, где я его приделаю. Вот, я выбираю место под сучком, чтобы здесь потом повесить веник и загородить боковые проходы для куницы. Дальше подвешиваю сюда приманку. В данном случае это мясо бобра. Вот, а теперь нужно взвести капкан. Этим капканом я еще не ловил, поэтому навыка у меня с ним работы вообще никакого нету. Выравниваем усики так, чтобы они перегородили весь капкан. Осталось замаскировать капкан. Для этого я использую двойной веник. Так, здесь нужно немножко очистить, чтобы ничего не загораживало куницы. Вот, на крохе мяса, я сейчас еще добавлю сюда мясо, немножко на крох, чтобы она сюда дошла. И там вот сам кусочек мяса, вот он находится. Его кунице видно, а птицам его не видно. Все, капкан установлен. У нас есть визуальная приманка, у нас есть ароматная приманка, вонючка. У нас есть накроха, как куница будет видеть его. Вот она пошла, накроху взяла, вторую, третью, а там уже само мясо. Почему я это место выбрал? Вот у нас болото, вон болотина идет. И здесь как раз перешеек. Там у нас высоковольтная линия идет метров 50-70. И здесь перешеек. Вот, а здесь, видите, нагромождение мусора. Она сюда обязательно прибежит. Старые деревья, бурелом такой тут. Она любит куница. Она сюда прибежит и проверит. Может, здесь мышки есть, еще что-то. Это называется установка капкана КП-120 под веник. Но я здесь делал немножко по-другому, не так, как все делают. Я делал под двойной веник. То есть самое главное прикрыть подходы с боков. Вот, центральный здесь проход не надо прикрывать. Я прикрыл с боков двумя вениками проходы и сверху забутовал тоже лапами, чтобы она не пролезла. Все, перышко у меня играет. Ветра вот практически нету, а оно все равно играет, шевелится. И куница на него все равно обратит внимание. Ну вот, выдалась свободная минута. Я, в принципе, план по капканам делаю. Успеваю то, что запланировал. Вот, до электрички. Вроде получается. Решил чай попить. Пока пью чай, может быть, отвечу на какие-то вопросы ваши. Как я выбираю места, где ловить куницу? Самое лучшее время искать куницу — это по снегу. Летом ее следы очень трудно обнаружить. Зимой же достаточно легко увидеть ее цепочки следов характерные. Вот. И по этим цепочкам понять, что она здесь водится. Как я ставлю капканы? Я выбираю места буреломов. То есть также, вот, когда я находил следы куницы, я смотрел, где она больше всего набегивает. Набеги — это когда она кружится на каком-то месте. Если она в этом месте кружится, значит ее что-то здесь интересует. В какие-то места она пробегает галопом, там ее ничего не интересует. В каких-то местах она начинает кружиться. И вот одно место запоминаешь, второе, третье, и ты делаешь для себя какой-то анализ. Вывод, что вот такие места кунице нравятся. Она что-то ее здесь привлекает. Вот. И планируешь уже на будущий год, либо в этом году в эти места ставишь капканы. Как часто я ставлю капканы? Да по-разному.
Сейчас вот последние 2 капкана поставил через 40 метров. Там перешеек метров 70-80. И я его перегородил 2 капканами. Запах распространяется, покрывает весь перешеек. Какой-то из капканов должен куницу поймать. Куница по нему мигрирует. То есть я выбираю достаточно узкие места, места переходов куницы, где я также замечал следы миграции куницы. То есть она из одного участка леса пробегает в другой, потом возвращается. И здесь вот 2-3 набега. Степаныч, знакомый охотник, он как делает? Он находит такие места, и каждый раз, когда он видит след, он привязывает ленточку. Если он в следующий раз опять в этом же месте след увидел, он на этой ленточке делает узелок. В следующий раз, проходя мимо, опять же, видя, что здесь опять след, опять узелок. И таким образом он помечает, сколько раз здесь зверь пробегал. Он находится на соболя, но соболь и куница — это близкие подвиды. На ки приманки я ловлю. До этого я ловил на андатру. Андатру наловить не так уж и трудно. Куница андатру любит. В этом году я ловлю на мясо бобра. Максим с канала Максим Бобры мне подогнал бобра целого. Вот, ножки я у него съел, а косточки, грудную клетку порубил, позвоночник, и насаживаю в капканы. Они создают видимость большого куска мяса, на самом деле там внутри одни кости. Пользуясь случаем, Максу передаю привет. Я пробовал ловить на рыбу. Вот, мне не понравилось. Рыбу как-то куница слабо берет. Ловил на сало. Сало предпочитает куница. Любой зверь, хищник, если ему предложи сало или мясо, он выберет сало. Потому что зверь не дурак. Сало, оно при том же весе имеет более высокую калорийную ценность. Капец. Весь мой стол завалило снегом. Пока я с вами лясы точу, у меня тут всю мою скатерть самобранку завалило снегом. Да и меня тоже. Какие я установки капканов делаю? Ну, во-первых, я больше всего ловлю капканом типа кулемка. Я вам уже его показывал сегодня. Про него есть отдельный фильм на моем канале. Чудо-юдо капкан кулемка. Это гуманный капкан, изобретенный на Урале конструктором Яшиным, работником завода СУАЗ. Вот. Капкан самой низкой себестоимости среди гуманных. Его стоимость оптовая, по-моему, 150 рублей. Вот, можно уточнить. Но в магазине он 200 стоит, 250. То есть так же стоит, как многозахватывающий капкан. Кроме того, он страшненький на вид, в отличие от того же КП 120. И на него не так зарятся люди. Если его находят, посмотрят на него и дальше идут. Он легче КП 120, ну где-то процентов на 40, на 30. Поэтому я их могу унести больше. Я их могу смело ставить там, где люди ходят, не боясь, что их упрут так же, как КП 120. Вот. Но он требует как бы головы, чтобы его устанавливать. То есть его не так просто устанавливать. Есть особенности. И на моем канале есть несколько фильмов, где я показываю разные варианты установки этого капкана, различные. В бутылку, под веник, на сук, на наклонные жерди. В принципе, эти все способы, они перекрывают все задачи зверолова. То есть я еще не нашел такого варианта, который бы меня не удовлетворил. Вернее, не нашел такого места, где бы я не смог этот капкан воткнуть. Что я использую для привлечения внимания куницы к моему капкану? Первое, это запах. Мне больше всего понравилось использовать квашеную мойву. Как ее сделать? Да легко. Много роликов на ютубе, я даже рассказывать не буду. Второе, это я использовал иностранные приманки. Мне дали попробовать магазин один приманки. Вот, я их попробовал в том году. И как назло, в том году был урожай рябины. То есть куницы вообще не было. Я мазал эти приманки, мазал, и, короче, ничего не распробовал я их. Куница ела рябину, в капкан не шла, и никакие приманки не помогали. Какие-то приманки она даже испугалась. По следам я видел, она подошла метра на 4, на 5, понюхала и дернула. То есть не понравился этот запах. Хотя на эти приманки подходили косуля 2 раза или 3,
Зайцы подходили, лисы подходили, белка прибегала. То есть видно, что у них был путь, проходили в струю запаха, подходили к капкану и отходили. То есть они не случайно набредали на капкан. Вот. Разницы между мойвой и иностранными приманками я не заметил. И те в мороз не работают, ну, еле пахнут. Мойва и обычная мойва также привлекает куницу, у меня, по крайней мере, здесь, как и вот эти иностранные дорогие приманки. Я для себя сделал такой вывод. Раз она привлекает других зверей, эти приманки, наверняка там какие-то гормоны добавляют из половых желез зверей. И поэтому, возможно, вот ближе к потеплению эти иностранные приманки на куницу, они лучше работают, чем та же мойва. Мойва, она просто интересует зверя с точки зрения гастрономической, а эти иностранные приманки, кроме гастрономической, они еще и интересуют зверя как противоположный пол. Самая вкусная еда на природе. Вот только даже ради этого стоит выходить в лес. Взять термосок. Я костер не жгу. На костер нету времени. Пока дров соберешь, пока подождешь, пока скипятишь. Сейчас, ребята, я вам покажу установку капкана, который я также отношу к классу капканов невидимых. Это капкан КДЯ. Принцип его работы схожий с капканами КП, но он не проходной. Он работает на сдергивание приманки. Вот, называется КДЯ, капкан давящий, конструкция Яшина. Это наш уральский конструктор завода СУАЗ, который изобрел вот этот капкан. Так скажем, наш ответ на санкции американцам. Вот, капкан у него работает как пасть крокодила. То есть сейчас пружина вот не до конца я растянул. Вот, когда я взведу капкан, пасть вот эта раскроется максимально и будет здесь висеть приманка в пасти. Куница подходит, на ее пути вообще ничего нет. В отличие от КП, у которого усы надо толкать, здесь ничего не надо толкать. Здесь кусок мяса висит, она его берет зубами, начинает сдергивать, срабатывает насторожка, сторожок освобождает пружины и капкан захлапывается. Рамка у него не 120, а, по-моему, 140. Надо уточнять, на сайте производителя можно посмотреть. Но вот здесь точно 140, вот здесь, наверное, 120. Вот, крепится он, устанавливается достаточно легко. Вот, но в первую очередь я сейчас его прикреплю к дереву. Вот у меня есть тросик, в конце такая петля. Сейчас покажу, как можно закрепить трос антивандальным способом. Нам потребуется 2 самореза и 2 шайбы. Шайбы мы одеваем на саморезы. Вот. И трос нам нужно будет к стволу прикрутить таким образом, чтобы на распорку были шайбы. Вот. Длинный саморез мы прикручиваем, где трос начинается, а покороче саморез можно использовать на конце петли. Вот. И вот так в натяг мы делаем, и уже петлю не сорвать. Я замеряю, сколько мне нужно. Смотрю, чтобы при сработке, вот капкан будет стоять вот здесь вот, вот здесь вот. При сработке он повиснет вот здесь, чтобы куница была вне доступа мышей. Закреплять я буду вот здесь. Я уже приметился. Сворачиваю первый саморез. Накидываю петлю на первый саморез. Вытягиваю петлю. И вкручиваю. Вот, сейчас покажу, что получилось. Вот видите, вот таким образом уже не сдернуть. Достаточно прочно петля прикрепляется, тросик, к дереву, и уже без отвертки его не сдернуть. Вот, вы, наверное, заметили, да, вот эта штука. Здесь я раньше ловил многозахватывающими капканами. Вот у меня тут крыша была такая маленькая. Здесь стоял капкан. Ну, место достаточно уловистое. Вот болото. Там через 30 метров еще одно болото идет. И перешеек. И куница здесь тоже пробегает. Вот, и я ставлю поперек, чтобы ее видно было и оттуда, и отсюда, в этом месте. Для того, чтобы повесить капкан, нужен гвоздик. Вот, примерно от 80 и выше. Вешается он вот на эту петлю. Вот. Капкан будет у меня вот здесь вот. Вот. И я здесь замечаю.
немножко вытягиваю и делаю здесь петлю. Петлю надо делать вот таким образом, чтобы шпилька сбоку вылетала. Один из минусов этого капкана, что приманка не может быть большого веса. Нужно выбирать такую не очень большую приманку. Сейчас покажу. Надо найти мясистый кусочек. Вот пойдет. Вот у него крючок, как видите, совсем маленький. И придется как-то сейчас хитро-мудро нанизать мясо. Вот получилось. Вот я мясо нанизал на крючок. Теперь мне нужно очень аккуратно снарядить капкан. Вот пружины помещаются на сгиб. Пасть у капкана разводится. Так, пружина помещается на сгиб. Так. Пасть у капкана разводится. Мясо идет внутри капкана. И вот здесь вот одевается крючочек. Вот, капкан очень чувствительный. Поэтому нужно работать внимательно, чтобы предохранительные крючки были на местах. Вот. У меня с этим капканом опыта очень мало. Так, посередине нужно центровать приманку. Взводим пружину и цепляем ее за крючок. Сейчас немножко выгну. Вот. Каким образом будет стоять капкан. Видите, да? Мясо лежит. Здесь сверху можно прикрыть будет хвоей, чтобы защитить его от птиц. Теперь мне нужно аккуратно повесить капкан, петелечку. Вот здесь идет ниточка со шпилькой. Пропускаем ее во вторую пружину. И засовываем в нашу штучку. Все. Пружинки также прижимаем к столу. Капкан установлен. Вот, может быть, его можно вот закрепить еще вот здесь. Можно не закреплять. Осталось примаскировать. Чтобы птичкам не так просто досталась эта приманка, вот просто сверху накладываем лапника немножко. Он не помешает ни капли сработки капкана. И в то же время он спрячет приманку от птички. От птичек. Синицы, конечно, сюда подлетят. Здесь от них никак не спрячешь. Ну вот, вы видите, да? Почему называют капкан невидимым? Потому что куница, подходя к капкану, она его практически не видит. На ее пути вот одна планочка, которую ей нужно просто перешагнуть и взять мясо. Когда она за мясо потянет, вот эта пасть захлопнется. И она должна ее поймать. Вот пружина здесь очень мощная. Так, один крючок я снял. Второй крючок я тоже снимаю. Вот, отвожу его подальше назад. Здесь у меня тоже снят крючок. Вот, осталось мне только зафиксировать вот в этом месте тросик. Сейчас я подумаю. Здесь тоже что-нибудь его прикреплю. Вот, при сработке капкан слетит с петельки и повиснет вот на этом сучке. И будет висеть вот здесь вот. Куница будет недосягаема. Вот, отпишитесь внизу под видео. Знаком ли вам такой капкан? Ловили вы ли им? Что вам в нем нравится, что вам в нем не нравится? Вот, задайте вопросы мне под видео, я вам подробно опишу. Капкан мне надежды внушает. Вот, что я еще сделал? Я сейчас сюда повешу также визуальную приманочку, перышко, чтобы оно здесь болталось. Нанесу ароматную приманку и все, больше на этом, больше ничего не буду делать. Вот. Перо, смотрите, как играет. Осталось нанести ароматную приманку. Вот. У меня сегодня только одна приманка. Вот она, что из себя представляет. Густая масса с очень-очень вонючим запахом протухшего мяса всякого и что-то еще. Вот. Никогда не мажьте ароматными вонючками всякими место, где будет у вас попавшая куница находиться. Этот капкан у меня, конечно, слетит, но тем не менее наносите во всем, везде, где угодно, кроме того места, где будет у вас куница. Можно над капканом, можно сбоку от капкана. Вот я нанесу сбоку. Вот прям намажу тут.
Вот она, эта вонючка, она с такими волокнами мяса, они вон тянутся, видите? Вот, и нанесу вот сюда. Все, пошел аромат. Визуально тоже видно. Вот, добавим сюда на крохи немножко, чтобы куница смелее в капкан шла, не боялась металла. Вот она здесь мясо поест, вот это мясо, и к металлу привыкнет. Ну а дальше ее ждет уже бонус, вот этот кусочек. Этим она закусит, а здесь ее ждет бонус, вот, который при сработке капкана, надеюсь, ее поймает. Вот есть у нас визуальная приманочка. Визуальная приманочка в виде гнезда. Она, видите, тоже похожа на гнездо немножко. Она также защищает нашу приманку от птиц. При сработке капкан должен повиснуть здесь же, вот в этом месте. Где-то в метре от земли, 80 сантиметров от земли. Вот здесь у меня ароматная приманка нанесена. Она сейчас создаст здесь облако запаха. Ну и все. Где бы здесь куница не пошла, она должна это учуять. Ну и, надеюсь, придет сюда. А если она попадется, я вам покажу. Отпишитесь под этим видео, что вы думаете про этот капкан. Это КДЯ, производство СУАЗ, Березовский завод капканный. Посмотрите у вас в магазинах, сколько он стоит. Напишите мне под этим видео. Короче, жадность фраера разгубила. Время до электрички еще было. Решил еще один капкан воткнуть. И, короче, провалился он в болотину. Вон, набрал полные башмаки грязи. Вот на что у меня похожи мои башмаки. Видите, нет? Тут как бы оно не промерзло еще до конца, получается. А я поперся как дурак по этому болоту. Непонятно на что надеюсь. Ну и, как говорится, получил фашист гранату. А место здесь хорошее. Вот это вот все болото вокруг. И здесь стоит такой островок. Пару сосенок, елок. Вон вода-то не замерзла вообще. Вон она. Пожалуйста. Вот это все вода, 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 вода. Здесь ручей бежит. Сейчас мне как-то надо перейти. Но я уже набрал полные башмаки. Мне уже пофигу. Ноги замерзать только сейчас будут. Костер я разжигать не буду. А, иду уже по болоту. Пофигу. Проваливаюсь. Черпаю башмаками эту жижу. Воняет от нее. Ну, болотная вода, сами знаете. Вонючая. Все, башмаки сырые насквозь. До электрички еще целый час. Не знаю, сейчас, может, разведу все-таки костер. Подсушу ноги. Толку от этого, конечно, мало. Ну вот, здесь тоже куница бегает. Здесь любит рябчик зимовать. Под снегом ночует. Вот, и это место тоже хорошо, перспективное. Сейчас надо выбрать, где капкан поставить. Вот, нужно подумать, как куница. Куда бы я на ее месте пошел. Вот там есть старое дуплистое дерево. Вот, она наверняка его проверяет. Вот, можно где-то рядом с ним поставить. До электрички час. Идти где-то здесь минут 40. То есть у меня 20 минут есть на капкан. 20 минут на постановку капкана. И 40 на путь. Но если я пойду быстро, без остановки, в принципе согреюсь, ноги не должны замерзнуть. Вот, воткну, наверное, капкан. Вот, сниму уже готовую постановку. Сейчас тоже поставлю капкан КДЯ. Снимать не буду, потому что не до этого. Ноги сырые, времени мало. То есть только поставить капкан. Потом покажу готовую уже постановку. Ну все, капкан установил. Уложился за 15 минут, неспешно. Все из рук выпадает. Ноги промочены насквозь. Вот, ноги мерзнут, поэтому как бы все из рук валится. Все, сделал точно так же, как до этого. Капкан стоит. Вот мясо. Как его видит куница. Вот она подходит. Здесь у нее мясо. Птички его, ну, может быть, и достанут синички, если снизу будут подлетать. От птичек оно замаскировано в виде гнезда, да? Куницу это тоже привлекает. Раз визуальная приманка, два визуальная приманка. Приманка мясная.
Вонючка ароматическая нанесена, на палочке тоже. Все. Здесь точно так же закрепил на 2 самореза петлю и на 2 шайбы. Все, при сработке он повиснет здесь же. Вот такой капкан. КДЯ. Капкан давящий Яшина, суасовский. Так, во, хорошо, что начал снимать. Крючки не снял. Один. Сейчас бы убежал. Было такое. Приходилось возвращаться. Второй снял. Теперь все, больше нету. Капкан на боевом взводе стоит. Все, куница сюда пойдет. И она здесь должна уже работать. И вот эта пасть должна ее захватить. Так, это был 12-й капкан. Я сегодня установил 12 капканов. Теперь у меня предстоит путь через болото. Я даже не знаю, то ли здесь вернуться, выйти. Расстояние, в принципе, одинаковое. Что туда бежать, что туда. Там-то я точно знаю, что сыро. Попробую здесь пройти. Уже пофигу, все насквозь сырое, полные башмаки воды. Здесь вот лоси ходят, вон даже видно их шаги. Недавно проходили. Ну и мы пойдем этой же тропой. Сейчас живенько пойду. Так, одну преграду преодолел. Оп. Пошли быстрее, быстрее. Греемся. Греемся. Мне осталось сейчас пройти где-то метров 50 болотины. И там уже твердая суша. Так, а здесь не знаю. Тут, наверное, вообще капец. По кочкам надо идти. С кочки на кочку. А что толку-то? Кочки-то крутые. С них можно навернуться еще сильнее. Сейчас в электричке погреемся немножко. А там уже до дома добежим. Ну все. Болото я перешел. Вот здесь тоже место перспективное. Здесь я тоже ставлю капканы. Это вдоль болотины идет вот такой еловый подросток. Еловая полоса. И куница вот здесь летом гуляет. Я находил ее кал на деревьях. Она его оставляет либо на тропинках, либо на поваленных деревьях. Вот. Вот здесь, возможно, даже она зимовать будет. Хорошее дупло пустое. Так, здесь тоже немножко болотина. Так что мне придется сейчас еще провалиться пару раз. Ну вот, на сегодня моя охота закончилась. Под конец, конечно, не без приключений. Залетел я в болотину, начерпал полные башмаки болотной воды, жижи, грязи. Иду сейчас, хлюпаю по снегу. Это мелочи. Не привыкать. А самое главное, что я сегодня поставил 12 капканов в первый же день. Планировал 10, поставил 12. То есть план на 20% перевыполнил. Сегодня я показывал установку на куницу. Гуманный капкан кулемка. Я его отношу к разряду невидимки, потому что куница его не видит, когда подходит к приманке. И на видео вы это увидели. Я также установил капкан-невидимку КДЯ. Это необычный капкан, не проходной, но тем не менее тоже гуманный, который захватывает куницу за голову и душит ее. Вот, капкан КДЯ, многие наверняка его не видели, да я скажу даже, наверное, большинство его не видели. Вот, я его поставил, и я также поставил еще всем известный капкан КП-120. Вот, эти капканы я ставлю первый сезон, КП-120 и КДЯ. До этого я ими не ловил, поэтому на результат сильно не надеюсь. А кулемка я уже, в принципе, половил, я с ней познакомился, она мне понравилась. Вот, я научился ее ставить. На кулемку я уже поймал в сумме, наверное, несколько куниц, это точно. Если у вас возникли вопросы какие-то по установкам, по капканной охоте на куницу, давайте пообщаемся, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы внизу под видео. Я буду отвечать вам. Вот. Возможно, вы мне подскажете что-то, я вам задам какие-то вопросы. Я открыт для диалога. Ваши комментарии не пропускаю и стараюсь отвечать как можно быстрее, оперативнее на все комментарии. Ну, если вам понравилось сегодня, как обычно, порадуйте меня, пожалуйста. Мне от каждого вот этого поднимается настроение. На эти штуки я стараюсь не обращать внимания. Этому миру нужны такие люди тоже. Пусть они будут. Вот. Ну а сегодня с вами был Чигравый.
Сегодня я открыл капканную охоту в этом году. Настроение отличное, ноги промочены. Иду домой, полный эмоций, надышался чистым воздухом. Чего и вам желаю. До новых встреч. Пока-пока. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. 10-й